Это обзор апартаментов, только не в отеле, а в самолете. Смотрите. Мы в самолете. Итак, мы специально летим катарскими авиалиниями в Шри-Ланку через Доху. Не прямым каким-то, а специально через Доху, потому что сюда летает очень крутой самолет. Пойдем. Вообще у катарских авиалиний, в принципе, очень крутой бизнес-класс там всегда был. Но вот этот самолет, он особенный. Они взяли первый класс и бизнес-класс, объединили их и подумали, да нахер нам бизнес-класс, все будет первым классом. За окном осень и стало очень холодно, да, вот прям с 1 сентября стало очень холодно в Москве. Но у меня для вас есть горячее предложение. У нас в Boca Room с 5 по 11 сентября начинается распродажная неделя. Можно получить 10% скидку на всю продукцию. Вот, например, прекрасный диванчик Boca Navi можно отхватить с 10% скидкой. А на некоторые позиции скидка еще больше. Кто давно хотел купить себе кроватку, может быть, Boca Soft или диванчик Boca Atomi или зеркало Boca Selfie, залетайте. Только с 5 по 11 сентября можно купить себе с хорошей скидочкой хорошую мебель. Все ссылочки внизу в описании. Переходите. Сюда летает очень крутой самолет. Пойдем. Have a nice day. Тут огромный один вот такой вот апартамент на 4 места. У нас здесь сидит Вовка, бабушка, мама и Мишелька, ну и я здесь. И это все один большой наш апартамент на 4 места. Это полный обзор катарских авиалиний, бизнес-класс, кабина QSU. Это не проплаченный обзор, Катар мне не платил ничего за это. Более того, я сам оплатил эти 4 места. Они стоили 750 тысяч рублей, но это еще на самом деле дешево, потому что я брал за 2 месяца до вылета. А я сейчас смотрел, сколько стоит, если купить через неделю, то стоит 1 223 000 рублей. Весь кайф этого места в том, что вот эта вот шторка, она опускается. Это позволяет сделать вот эти вот 2 места в одну большую двухспальную кровать. Но это вот чуть попозже, так как это апартаменты, мне интересно, сколько здесь квадратных метров. 2 700 в длину и 2 метра в ширину. Так, у нас примерно получается 5 метров квадратных, ну даже чуть-чуть больше, чем 5 квадратных метров. Просто в самолете кажется это огромными 5 метрами, огромной какой-то комнатой и помещением. И самое главное, сколько места здесь для ног. Вообще в самолетах это вот прям самое главное. Для этого нужно будет разложиться полностью. Само спальное место 2 метра в длину, ровная кровать без всяких уклонов и 53 сантиметра в ширину. Но так как вот это место тоже закладывается, у нас получается вся кровать в длину 126 сантиметров. Личный свет. Здесь можно направить его и почитать что-то. И вообще, на самом деле, не понимаю, зачем нужна эта мультимедиа вся здоровая, когда все сидят телефоном и смотрят свой Netflix. Уже, мне кажется, и телеки эти не нужны. Пройдемся по кнопочкам. Вот это у нас включает и выключает свет. Это сидеть кушать, это разложиться. Вот это массаж. Я что-то вот этот массаж не очень чувствую. Он такой вот еле-еле, буквально там что-то... Может, конечно, мое кресло сломалось, но оно что-то не работает вообще. Есть еще поясничная поддержка, ну и двигать можно кресло. Дальше вот тут у нас есть USB, еще одна зарядка, порт HDMI, видимо, для того, чтобы в телевизор вывести что-то. Здесь даже пульт, он сенсорный и достаточно отзывчивый, то есть он не тормозит, там нормально нажимается. В целом неплохо выглядит все это. Я прямо очень ждал, что будет на экране камера
с хвоста самолета. Это вообще самое крутое, что можно смотреть в полете. Но здесь ее нет. Бортпроводница сказала, что это только на больших самолетах, а на нашем маленьком одноэтажном такой камеры нету. Ну, блин, мне кажется, это вот вообще самое, вот что нужно ставить на каждый самолет, чтобы ты реально смотрел, как ты летишь. Это же круто, как будто ты управляешь в игре. Так как мы летим с ребенком, то мне очень важно было понять, где ребенку будет комфортно спать. Здесь есть два типа мест. Есть два места, которые раскладываются рядом друг с другом, но у них вот эта вот часть, она очень короткая, и здесь ребенок не может лежать, потому что здесь проход. А есть два вот этих вот места, они разделены большой такой перегородкой, но у них здесь полноценная лежанка для маленького человека. И Мишелька реально может здесь вот полностью расположиться и спать весь полет. Я смотрел очень много обзоров этого Кусьюта, я не понимал, как тут вообще делать двойную кровать, потому что здесь вот это место, оно не мягкое. Но у них есть вот такой матрасик маленький. Он просто расправляется вот сюда, и все, у тебя мягкое место, можно пускать сюда ребенка. Но на самом деле здесь никого нету. Здесь буквально там несколько мест всего занято. Бортпроводница сказала, что спите как хотите, можете разложить эти, там спите там здесь. Можете вообще занять всю кабину и спать где хотите. Где барашек? Барашек. Это барашек? Да, барашек. Девочек мы теперь посадили сюда, чтобы можно было с Мишелькой сидеть. Она вот играет. А я переезжаю в это место. Оно, в принципе, такое же, просто немножко более приватное. Смотрите, как они масло положили в такую специальную баночку. Это булка из 3 разных булок. Она прям горячая. Вот здесь, я так понимаю, какие-то арабские намазки. Это у нас вот овощи. Непонятно, что это. Проблема в том, что я не ем хлеб. Я вот тут решил, что весь 2022 год я вообще не буду есть сладкое и хлеб. Поэтому это будет и есть Вова. А это вкусно. Прикинь, это типа, это самое прямое. То есть я не могу вперед еще сиденье сделать. А, не-не-не, можно, слава тебе, Господи. Я первый раз в самолете захотел сесть прямо, потому что уже типа спина устала. Спинка там настолько далеко, настолько там она в лежачем положении, что мне очень захотелось сесть прямо. Ну, невкусно, если честно. Ну, не сладкое. А если там нет сахара? Ну, я могу попробовать чуть-чуть. Прям совсем вот так вот, кропаль. Мы зафиксируем, что я супер мало съел. Ну да, кстати, тут, по-моему, нет сахара даже. Я вот очень люблю, на самом деле, такие штуки не сладкие. Очень крутая штука. Ну что, посмотрим на душ в этом самолете. На самом деле я вас немножко обманул. Здесь нет душа. Тут проблема в том, что это самолет, он летит всего 4 часа до Дохи. И это не длинный перелет, поэтому здесь нет душа. Поэтому мы не сделаем прям супер полный обзор катарских авиалиний, потому что у них на некоторых рейсах есть реально душ. Здесь достаточно большой, ну вот если посмотреть, реально большой туалет. Обычно туалеты в 2 раза меньше. Здесь прям он, ну, реально огромный. Здесь можно встать. Здесь есть вот это вот зеркальце, оно двигается. А вот здесь вот есть у нас, значит, зубные наборы. Ой, даже есть бритвенный набор. Это, кстати, хорошо. Не надо никакую кнопку давить. Здесь просто подносишь руку и водичка льется. Аллилуйя. Обычно вот это все надо давить там. Тебе дают всего там пару грамм воды и опять надо что-то давить. Это кайф. В целом это такой неплохой, очень неплохой туалет. Потому что обычно в самолетах он, конечно, сильно меньше. Ну что, пойдем все-таки разложим кроватку, чтобы пойти ко сну.
Вообще, вот, конечно, ехал бы вот на этом сиденье. Здесь есть еще иллюминаторы. Здесь, конечно, нет огромного сиденья, но иллюминаторы это топчик. Здесь прям классно, реально классно. Что ты, кстати, Вовка, успел кайфануть здесь? Нет. А Вовка на работе, у него свет. На самом деле уже прошло почти 2,5 часа, мы до сих пор снимаем, и мы реально не успели еще просто посидеть даже. Тупо вот снимаем 2 часа. Так, ну все, я спать. Мы прилетели в Доху, это было 4 часа полета до Дохи. Теперь у нас будет еще 2 часа пересадка, и дальше мы из Дохи на Шри-Ланку летим на другом бизнес-классе. Там совершенно другой бизнес-класс, я покажу, чем отличаются. У тех же самых катарских авиалиний бизнес-классы, какая разница. Поэтому погнали еще на следующий самолет. Так, у нас сейчас есть супер задача, нам нужно переложить Мишельку в коляску. Мы взяли с собой вот Джулс, она единственная, ее разрешают провозить в самолетах. Я реально очень переживал вот этот момент. Она же уже уснула, и ей нужно как бы до следующего самолета тоже спать. Бай-бай. Ну как тебе сам перелет? Вот офигенно. Офигенно. Кайфануло же? Вообще не заметила взлета и мягко очень приземлилась. Так, да, этот уже не такой классный, как Кусют. Здесь в целом, кстати, очень неплохие места, да, Вовка? Да, вообще. Здесь мест, по-моему, здесь, кстати, даже для ног, наверное, даже больше, чем там. Здесь прям прикольно. Место прям до хера. Вова, goodbye. I'm sorry, Вова, but goodbye. Там, конечно, классно, что ты можешь вместе лежать. Но они здесь, кстати, могли здесь такую же херню сделать. И здесь тоже можно было бы лежать вместе. Это был обзор бизнес-класса от Катара. Вот, мы полетели на Шри-Ланку, там немножко почилим. Вот, пока-пока.